Ну, насколько известно, он говорил о неком ежедневнике свидетеля Крайнова, который допрашивался раньше. Вопрос как раз в том и есть, что у вас был Крайнов, и ему этого не было представлено. Да, Крайнов был. Этот ежедневник ему там не представили, и записи особо никого не интересовали. Появляется свидетель Ани Леониус. Хотя непосредственно они вместе и работали, ну, какое отношение имеет к ежедневнику Крайнова этот свидетель, непонятно. Ну и слава богу, судья снял эти вопросы, что в принципе, ну это уже тоже какой-то является показателем. Небольшая победа. Небольшая победа. У меня вопрос к Александру Меликову. Как быть, если более 50 свидетелей обвинения так и не могут сказать по сути обвинения ничего серьезного? Что делать судье? Ну, что делать? Предлагательный приговор выносить, что делать? Нет, ну сейчас, конечно, рано об этом говорить, потому что комплекс обвинений, да, ведь не только из показаний свидетелей что-то состоит. Ну, естественно, при отсутствии доказательств судья должен вносить оправдательный приговор. Но мне тяжело судить, потому что я там не был, и, так сказать, заочно говорить по делу, это дело неблагодарное. Здесь я вот смотрю тоже в справочке, вот по поводу очень вольного применения судами вот, практики оглашения показаний. Я в свое время к этому очень так щепетильно относился, и на этой почве, так сказать, немало у меня было проблем и неприятностей, потому что закон все-таки у нас четко определяет основания оглашения показаний. Да? Как основание оглашения показаний вообще заочно, да, скажем, при отсутствии свидетелей или потерпевшего, так и основание оглашения показаний в суде. То, что вот я слышал, что только то, о чем мы говорили. Да, там постоянно вот воспроизводятся аудиозаписи, да. Ну, суды очень к этому вольно относятся. Только вот, значит, буквально один намек стороны обвинения, огласите, пожалуйста. И сразу идет оглашение. Да, так сказать, там все-таки должно быть очень серьезное основание. Да. Противоречие, значит, давайте в чем противоречие. Я всегда так вот просил. В связи, вот такую фразу, например, в связи с существенными противоречиями прошу огласить. Вот такие ходатайства в основном идут от обвинения, со стороны обвинения. Да. Вот. Я говорю, вот у вас тоже показания, в чем конкретно. Ну вот он уже, если он находит в чем, тогда да. И давайте тогда, пожалуйста, мы будем оглашать их вот в этой части, где вы видите противоречия, а не читать весь протокол, который мы потом вроде как автоматически, да, перенесем в приговор. Потому что процесс должен быть непосредственным устом, на что написано. Да? И процесс, получается, иногда состоит из одних оглашенных показаний. Ну, я так утрирую, ну, в принципе, такое может. Вопрос об оглашении показаний встает буквально при допросе каждого свидетеля. Я так и понял, да. Самая большая проблема в том, что по уголовному делу, которое является предметом рассмотрения в суде, ни один свидетель не давал показания. Все показания выбраны из других уголовных дел, а их огромное множество, только связано с делом ЮКОСа. А по этому делу у нас ни одного показания нету. Мало того, что мы в последнее время сталкиваемся с таким вопросом, что это даже не показания свидетелей как вид доказательства, а приобщено дело в качестве вещественного доказательства. И то есть совершенно другое. Но это совершенно, это совсем разные вещи. Это разные виды доказательств. А у нас проблема в том, что свидетеля ни одного не допрашивали по уголовному делу, которое является предметом рассмотрения в суде. Ни одного. У нас по этому делу есть только предъявление обвинения, которое не разъяснено подсудимым. Вам обвиняемый подсудимый заявляет, что мне непонятна сущность предъявленного обвинения. Как вы на это бы, как судья, отреагировали? Ситуационная комната такая у нас здесь с вами. Такого никто не заявлял. Вообще-то, в принципе, в протоколе, да, на что написано, да, определение обвинения в конце, да, сущность обвинения не разъяснена и понятно, да, должно быть. Значит, она должна быть разъяснена там. Как понятно, можно ссылаться на то, что я не обязан разъяснять. Да. Ну, конечно, надо, так сказать, обратиться к гособвинителю. Господин обвинитель, нашему подсудимому непонятно обвинение. Прошу вас его разъяснить. Но дело в том, что это вот такая обязанность, она в законе нигде не закреплена. Судья не становится на чью-то сторону, понимаете, так сказать, это нормальное. Но прокурору вы бы предложили разъяснить предъявленное обвинение, хотя бы сделать какие-то попытки. Честно говоря, ну я бы, может быть, сам попробовал, либо, так сказать, предложил прокурору. В 2002 году Россия приняла новый УПК, и многие эксперты тогда сказали о том, что
заложенные там возможности, они просто способствуют буквально правовой революции и независимости юстиции, и значительно расширяются права обвиняемых. Но в реальности обвинительных приговоров меньше вообще просто не стало. Их по-прежнему 99%. Почему? Согласен, что УПК очень прогрессивный, и тем более, что он, в принципе, там вот с 2002 года он потихонечку так совершенствуется. Он очень сжатый, поскольку он стал шире по своим, так сказать, правовым обязанностям, да, но вот он сжат именно в толковании и в исполнении. Я вот сейчас не зря привел этот пример, да. А что будет потом? Написано, что такой-то участник процесса должен сделать то-то, то-то. И все. А что будет, если он этого не сделает? И как потом из этой проблемы выходить, там нет. И он, так как и был, так остается очень сырым. Вот, например, я очень, только можно какой-то пример приведу? Конечно. Вот, очень я интересовался на всех совещаниях, там говорю, как же быть? Вот, в УПК написано, что при рассмотрении вопроса о заключении под стражу, в случае, если заявляет ходатайство об отложении, да, одной из сторон, написано четко, судья должен проверить обоснованность и законность задержания и потом уже принять решение о продлении там, почему я не должен проверять. И как я только начинал лезть при рассмотрении вопроса об аресте в законность задержания и отказывал на этом основании, и все это уходило потом в город, мне тут же все это дело отменяли. А ты не превысил свои полномочия. Я говорю, а как же я могу их, я их не превышал, я прекрасно знаю, да? Как же я могу не смотреть в основании задержания, если на этом основании вообще сейчас я буду выносить решение о заключении под стражу. Если я вижу, что он задержан незаконно, я не могу, сказать, у меня нет, по закону нет никаких рычагов для вот этого. Вам не говорили, что вы мыслите как судья английского суда? Не знаю. Нет, не говорю. Мне говорят, что я не должен работать. Почему у нас такое количество обвинительных приговоров? Знаете, они все-таки сейчас судьи чувствуют, чего от них ждут, да, и что нужно. Потому что вот любой оправдательный приговор он рассматривается как ЧП. А вот любопытное заявление также Дмитрий Медведев сделал на днях. Он сказал, что судьи не должны покрывать преступления друг друга, и чем жестче мы будем стоять на принципах законности и избавления от представителей судебной системы, которые совершали преступления, тем лучше будет инвестиционный климат и меньше коррупции. Вот это слова? Время проходит, еще какая-то инициатива такая демократичная. Ну, это сколько уже тут мы слышим, да, и по гуманизации, и по арестам. Вот по арестам буквально весь прошлый год, да, шел вот это, что же давайте вот тщательно подходить к этой мере пресечения, давайте там такие вот там и домашние аресты, там и все избирать. Ну, вот сейчас пойдите в суд. У нас, по крайней мере, все так же. Все так же, все слушают, все кивают. Что может на эту ситуацию повлиять? Как от слов к делам перейти? Судья должен быть независимым. Всего лишь я с этого начал, понятно. Судья должен быть независимым и не ждать ни от кого и ничего, он только ждать должен от себя и находиться в совещательной комнате только с законом и с собственной совестью. Вот и все. Итак, это была программа «Процесс. Итоги недели». Мы говорили сегодня о словах власти, о делах судей. И вот такие прогнозы. Благодарю участников нашей программы Александра Меликова, бывшего судью Драгомиловского суда города Москвы. И благодарю юриста Михаила Ходорковского, адвоката Наталью Терехову. Спасибо.